приветствую, это Илья и мой канал Антимрак. Поговорим в этом видео про так называемое критическое мышление. А в конце видео я буду говорить о том, почему я считаю, что мораль народа – это мораль стада. Я довольно часто натыкаюсь на видеоматериалы по теме критического мышления, и сама по себе смысловая предпосылка этого словосочетания подразумевает как будто бы то, что есть некое критическое мышление само по себе, являющееся чем-то хорошим и либо присутствующим в человеке, либо же нет. То есть само понятие критического мышления делит мышление на критическое и некритическое. Как будто бы критика — это то, что присуще определенному типу мышления. Хотя, как я-то вижу, критика просто вытекает из мышления как такового. Но не потому, что она является целью мышления, а потому, что критика — это следствие реакции мышления на то или иное явление. Потому что мыслящий человек распознает несостыковки в тех или иных фактах и декларируемых причинах, которые могут преподноситься, например, той же самой идеологией, как причины тех или иных явлений. Работа мышления на примере реакции на идеологию. Например, какое-нибудь явление, происходящее в некой стране, в некой условной стране, ее житель воспринимает как противостояние с жителями другой условной страны. И в любом случае люди, находящиеся в той или иной стране, в так называемой стране, если они воспринимают жителей другой страны как врагов, мыслят категориями идеологии, потому что само понятие страны является предметом, понятием этой идеологии. То есть это просто идея, существующая в головах жителей так называемых стран. И в любом случае мышление категориями идеологии никогда не принесет людям блага, потому что идеология не оперирует причинно-следственными связями, она создает искусственные такие связи, выгодные системе, в которой человеку отведена роль элементы этой системы. Идеологическое противоборство между людьми происходит, опять же, в идеологическом поле, в котором понятие страны выполняет роль идеологического триггера, запускающего животные реакции в человеке. Да даже не то, что запускающего, да, эти реакции, сколько оправдывающего эти реакции. То есть вражда между представителями разных стран имеет исключительно идеологические причины, но не причины некой естественной неприязни. Критика — это следствие работы мышления как такового. Вообще критика — это следствие работы мышления как такового, поэтому не существует критического или некритического мышления. Мышление само по себе подразумевает наличие критики в виде интеллектуальной реакции на те или иные явления, социальные явления. Пропаганда как феномен, обнаруживаемый мышлением. Работа мышления может быть выявлена на примере обнаружения пропаганды, но опять же само мышление можно определять только относительно некоего стандарта мышления. На самом деле словосочетание критическое мышление — это не более чем рекламный слоган недалеких блогеров, потому что критика — это не свойство, опять же, мышления, а просто следствие его работы, потому что мышление препарирует те или иные социальные процессы, независимо от того, что о них говорят в СМИ. Критика — это не цель мышления, а следствие, которое как раз-таки для обывателя и является критикой. Хотя с позиции мышления это всего лишь
побочные продукты его работы, потому что мышление охватывает множество процессов в их взаимосвязи. Критика с обывательской точки зрения — это способность мышления, но с позиции мышления это следствие выявления противоречий, несостыковок в подаче той или иной информации из определенных источников и способность сопоставлять информацию из разных источников для выявления этих противоречий. Почему словосочетание «критическое мышление» по своей сути носит потребительский смысл? Это происходит потому, что оно несет в себе идею о том, что некто, не обладающий критическим мышлением, может его обрести как некий навык, который позволит увидеть за тем или иным социальным процессом настоящее побуждение его генераторов. Но человеку, способному к мышлению, как к таковому, не нужно говорить о необходимости обладания неким свойством мышления, потому что его суждение вытекает из мышления как такового, и неважно, будет ли это критикой или нет. Люди, живущие в потребительской культуре, воспринимают информацию с позиции, подразумевающей идею улучшения самого себя через принятие какой-либо идеи как истины, безотносительно к осмыслению этой самой идеи как таковой. И информационный потребитель воспринимает саму идею полезности потребления информации как истину, как некую истину, которая улучшит его жизнь. Потребителя отягощает само допущение мысли о необходимости включения собственного мышления. Он пытается занять свое время потреблением информации, которая отвлекает его от гнетущей повседневности, машинально думая, что, отдав свой мозг в аренду каким-нибудь инфо-цыганам, гуру, вроде психологов, он станет кем-то другим. Идея стать каким-то другим, более оптимизированным с точки зрения потребительских идей человеком, это повод оставаться в пассивной позиции, это неосознаваемый способ продолжать ничего не предпринимать в своей реальной жизни. Это постоянная ссылка на то, что он какой-то не такой, не соответствующий общественным стандартам, которые на самом деле привиты ему массовой потребительской культурой. Нельзя обрести критическое мышление. Нельзя обрести критическое мышление, потому что идея о его формировании придумана людьми, которые либо не имеют мышления как такового, либо тех, кто вкладывает в это понятие некий манипулятивный смысл с целью продажи какой-либо идеи. И это блогеры, пытающиеся привлечь внимание аудитории к своим материалам, и не более того. На самом деле продукт мышления мало кому интересен, все хотят получить нечто, что отвлечет их от собственной реальности, но не внесет ясность, пролив свет на источники текущего положения вещей в жизни человека. Следовательно, в массовой культуре потребления под видом якобы чего-то конструктивного дается просто потребительская идея, в которую сам потребитель хочет верить. У него не может быть мышления как такового, но он будет слушать материалы о том, как развить критическое мышление, безапелляционно веря в авторитетность того, кто об этом говорит ему. Я много раз видел в интернете весьма посредственных личностей, собравших вокруг себя большое количество интернет-паствы, и данные случаи наглядно демонстрируют то, что человек — это существо стадное, ведущееся на массовость востребованности неких весьма посредственных в интеллектуальном плане ораторов. Собственно, люди, руководствуясь стадным инстинктом, сами создают себе авторитетов, которых они воспринимают как тех, к чему слову нужно прислушиваться уже только потому, что они считают его таким авторитетом, руководствуясь стадным инстинктом.
И люди, как правило, клюют на красноречие без какого-либо осмысления того, что этот человек говорит и в чем могут заключаться его мотивы. Мотивы того, что он говорит. Они воспринимают форму того, как говорит человек, которого они считают авторитетом, за само содержание, будь то бы данный человек не скажет плохого. И им импонирует то, что они воспринимают как лояльность авторитета по отношению к ним, будь то бы в их глазах он заботится о них как о некоем конкретном народе, потому что они машинально считают склонности себя как некоего народа, себя как представителей некоего народа, к которому они сами себя относят, мерилом чего-то изначально хорошего и по умолчанию правильного. Мораль народа – это мораль стада. На самом деле мораль народа – это мораль стада, поэтому к его поведению неприменимы никакие категории, которыми оперируют сами представители народа. Они, в отличие от генераторов идеологии, всего лишь реализуют ее, испытывая ее на себе, превращая самих себя в расходный материал. И среднестатистический представитель так называемого народа – это объект для идеологических опытов, который мнит себя обладающим некой народной идентичностью, которая сама по себе делает его каким-то особенным и каким-то возвышенным. И в конечном счете машинальная ссылка представителя народа в своем поведении на некую фантомную народную идентичность в реальности означает лишь оправдание своих инстинктивных программ, потому что для него не существует никакого интеллектуального обоснования своих действий, которые не могут быть интеллектуально оправданными в принципе, потому что они и изначально инстинктивные. Поэтому народ — это всего лишь добровольная жертва более или менее одаренных идеологов, представляющих идеологический аппарат и бизнес, который в той или иной степени вынужден служить аппарату идеологическому, потому что так или иначе идеология базируется на мотиве распределения ресурсов в пользу идеологов.